предыдущем фильме я рассказывала о приемах защиты информации в условиях отсутствия обмена данными с внешней средой, а также в условиях наличия такого обмена, но без личной идентификации. Теперь рассмотрим приемы обеспечения безопасности при наличии обмена информацией с интернетом с использованием личных идентификационных данных. У многих людей есть ощущение защищенности, когда они никому не известны. Но в интернете наблюдается другое явление. При взаимодействии с поставщиком интернет-услуг мы являемся более защищенными, если этот поставщик нас выделяет из общей массы людей, слоняющихся по интернету, и предоставляет нам определенные услуги. Такие услуги могут быть платными, а могут быть бесплатными. В интернете можно получить много качественных бесплатных услуг после личной идентификации у поставщика услуг. Предоставлять бесплатные услуги выгодно поставщикам интернет-услуг, потому что они могут привлечь аудиторию, завоевать доверие и предоставлять людям другие услуги платные, а также могут своей аудитории демонстрировать рекламу и получать за это деньги от рекламодателей. Если мы идентифицируем себя в интернете для получения услуг, у нас тоже должны быть определенные правила предосторожности, которые не исключают, а дополняют правила, рассмотренные в предыдущем фильме. В целом, это просто знание о процессе и грамотные действия в соответствии со своими знаниями. Ничего сверхъестественного в организации такой работы с интернетом нет. И в реальной жизни, когда мы получаем услуги разных организаций и специалистов, этот способ идентификации клиента у поставщика услуг используется повсеместно. Общим принципом является то, что сообщать о себе нужно минимум информации. Ничего лишнего не надо сообщать о себе в интернете никому, только то, что требуется для решения определенной задачи. Поэтому, обращаясь за услугами в интернет, всегда очень важен для человека просто сам процесс принятия решения. Нам нужно понять, что можно о себе сообщать, когда, кому и при каких обстоятельствах. Согласитесь, что это очень важно и просто в жизни, даже в личном общении. Что такое идентификационные данные? Эти данные нужны для того, чтобы отличить одного человека от другого, одного пользователя интернета от другого. Обычно у каждого человека есть идентификационные данные. Это имя. К сожалению, наше имя часто не уникально. Именно для того, чтобы увеличить уникальность, к имени еще добавляется отчество, фамилия. Но и этого часто недостаточно. Поэтому у каждого человека есть паспорт. Номер паспорта и другие данные паспорта позволяют каждого отдельного человека не смешать с другими людьми. Когда человек, пользователь, хочет получить какую-нибудь услугу из интернета, это может выглядеть по-разному. Но в общем случае это всегда означает то, что человек получит доступ к какому-то пространству на магнитном носителе поставщика услуг. Как мы помним из предыдущих уроков, каждый участок на магнитном диске должен быть идентифицирован. Ему присваивается имя. Когда мы запрашиваем какую-нибудь услугу у поставщика услуг в интернете, мы как бы идентифицируем себя. Но для поставщика это чаще всего выглядит так, что мы идентифицируем участок на магнитном диске, который будет нам в пользование предоставлен. Вспомним, например, детский садик. Там у каждого ребенка есть свой шкафчик для одежды. На шкафчик приклеена картинка, которую ребенок хорошо запоминает. Посмотрим, как этот прием работает в интернете. Поставщик услуг предоставляет нам участки магнитного носителя, шкафчики. Отличается один шкафчик от другого не картинкой, а текстовым названием. Это название мы должны придумать сами, и оно называется словом «логин» или «аккаунт». Как в детском саду, надо, чтобы на шкафчиках были разные картинки, и дети не путались в шкафчиках. Также и при получении интернет-услуг у каждого отдельного поставщика надо, чтобы идентификаторы пользователей не повторялись, и пользователи не попадали бы в чужие области предоставленного в пользование магнитного диска. Идентификация обычно выполняется через интернет,
Поэтому, когда мы придумываем логин, специально настроенные программы проверяют уникальность введенного имени. В детском саду каждый шкафчик можно запереть ключиком, чтобы шкафчик не открыл кто-нибудь другой, а не владелец одежды. Свою квартиру, дом, гараж мы тоже закрываем на ключ. В информационном пространстве тоже есть такой ключ. Здесь он называется словом «пароль». Пароль тоже предлагается придумать самостоятельно. И так же, как мы следим за уникальностью ключей в нашу квартиру, чтобы посторонние люди не попали туда случайно или умышленно, мы должны следить за уникальностью пароля, чтобы даже тот, кто знает наш логин, не мог получить доступ к нашим данным. То есть наличие логина и особенно пароля само по себе является приемом безопасности для наших данных, которые мы будем сохранять где-то за пределами нашего домашнего компьютера. Но как только у нас появились логин и пароль, появляется задача. Эти данные, логин и пароль, не должны попасть в чужие руки. Мы должны предотвратить утрату или утечку этих идентификационных данных. Надо ответственно подойти к этому вопросу. Так же, как мы серьезно относимся к хранению своего паспорта или ключей от квартиры. Надо помнить, что защищать эти данные надо не только от посторонних. Надо принять такие меры, чтобы просто не потерять эти данные самостоятельно. Эта проблема, конечно же, тоже решаемая. Есть много решений и приемов, как свои пароли и логины сохранять. Например, услуги сторонних организаций. Некоторые организации записывают логины своих клиентов на пластиковые карты и применяют сложную систему динамических паролей. Пластиковые карты надо хранить в специально приспособленных местах, визитницах или кошельках. Пароли, связанные с картами, хранить отдельно от карт. Многие браузеры предлагают сохранить логины и пароли пользователя. Не нужно пользоваться услугами браузеров, предлагающих сохранить эти данные. Можно записывать логины и пароли в отдельную записную книжку, а книжку беречь как паспорт. Можно хранить логины и пароли в специальном файле на своем компьютере. Записи в этом файле надо делать по особым правилам. Запомнить имя файла и место размещения. Нужно иметь бумажную копию файла реестра логинов и паролей. Регулярно заменять бумажную копию, делать новые распечатки. Менять периодически пароли для того, чтобы злоумышленники не смогли ими воспользоваться, если они узнают пароли случайно. Если мы идентифицировали себя у поставщика услуг, мы можем рассчитывать на то, что от этого поставщика к нам не придут вирусы и вредные программы. Но мошенники нашли способ преодолеть это препятствие. Не тайно, а открыто, по электронной почте или СМС-рассылке они посылают сообщения, которые содержат приглашение и предложение перейти по адресу, посетить какие-то сайты в интернете. А вот уже эти сайты являются источниками вредоносных программ. Пользователь защитит себя от этих потенциальных опасностей простым приемом. Никогда не переходить по предлагаемым адресам. Надо с большим подозрением относиться к письмам от неизвестных абонентов. Очень внимательно их изучать. Если содержание письма чем-то зацепило, надо проверить информацию другими способами, по другим информационным каналам. Даже если мы очень осмотрительны и внимательны, даже если приняли все разумные меры по сохранению наших идентификационных данных, бывает так, что мы утратили пароли или наши информационные ресурсы пострадали. Такое тоже бывает в жизни. Тогда надо подумать о том, как спасти остатки или уменьшить ущерб. Утраченные пароли обычно не восстанавливаются, но можно установить новый пароль. Для известного логина установить новый пароль поможет поставщик интернет-услуг. Возможно, для этого поставщику потребуются еще какие-то данные, которые помогут ему с большой вероятностью быть уверенным в том, что помощь оказывается клиенту, а не мошеннику. Обычно это номер мобильного телефона. Иногда это адрес еще одной электронной почты, принадлежащей клиенту или его доверенному лицу. Эти данные, номер телефона или адрес электронной почты, должны быть предоставлены поставщику услуг заранее.
для того, чтобы он мог ими воспользоваться при неблагоприятных обстоятельствах клиента. Утраченный логин, в принципе, тоже может быть восстановлен при помощи технических специалистов по обработке данных. Лучшее техническое решение для нейтрализации последствий невозвратимых утрат – уменьшить потенциальные потери до минимума. Если речь идет о данных, надо чаще выполнять промежуточное копирование данных, чтобы с копией можно было возобновить самое близкое к моменту утраты состояние. Если речь идет о денежных средствах, надо уменьшить до минимума сумму средств на тех счетах, которые подвергаются риску утраты. Например, в случае с пластиковыми картами, которые являются средством доступа к нашим денежным средствам, мы можем хранить на карте только маленькие суммы, чтобы в случае использования карты мошенником потеря была небольшой.